Мы в Калининграде или Кёнигсберге, самом западном регионе России. Мы прокатимся по Калининградской области, съездим на границу с Литвой по Куршской косе, посмотрим Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, где находится 90% мировых залежей янтаря, а также самый западный город России Балтийск, где находится самая большая военно-морская база Балтийского флота. И напоследок, одним глазком, мы взглянем на ночную жизнь города. Сегодня мы отправляемся в путешествие по Калининградской области, и для этого нам понадобится автомобиль. В Калининграде полно служб, которые занимаются арендой машин, и я приехал в одну из таких компаний. Сейчас посмотрим, что они нам предложат, что у них есть в наличии. Когда я увидел этого красавца, я просто не мог удержаться, решил взять этого жеребца. О, чихает! Ну что, как говорится, погнали! Итак, прокатимся сразу до Куршской косы. Проезжаем в Зеленоградск, а за ним начинается уже знаменитая коса. После косы мы обязательно сюда вернемся и изучим все поподробнее. Въезд на косу платный, по 300 рублей со взрослого человека и 150 рублей за машину. Здесь есть что посмотреть, так что не будем терять времени. Погнали! Небольшая остановка в придорожном кафе и едем дальше. Да, Мустанг это не Фиат, здесь чувствуется мощь. О! Садись к нам в машину. Садись, поехали. Сейчас мы приехали на самый край Калининградской области. И не только области, на самый край России. За моей спиной граница с Литвой. Протяженность косы от Зеленоградска до границы 53 километра. Возвращаемся назад, вглубь России. Сейчас посмотрим, какие есть достопримечательности, интересные места на косе. Куршская коса, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это узкая песчаная полоса, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Она простирается от Зеленоградска до литовского города Клайпеда и является уникальным природным объектом. Куршская коса протянулась на 98 километров. Ее ширина варьируется от 400 метров в районе поселка Лесной до 3,8 километров вблизи мыса Бульвикё, расположенного чуть севернее Ниды. Название косы происходит от племен Куршей, которые населяли эти земли. За Куршами здесь побывали викинги, а в 13 веке она попала во владение Тевтонского ордена. В то время коса была хорошо защищена от песков, но после упадка ордена началась вырубка леса и выпас скота. Это привело к разрушению растительного слоя и образованию песчаных дюн, которые засыпали деревни. В 19 веке начались работы по озеленению косы, а к Первой мировой войне наступление дюн остановили, засадив косу соснами. Возле села Морское есть такой вот туристический лагерь. Мы остановились перекусить и все-таки дойти до Балтийского моря. Ну, сувенир, конечно, прикольный, но нужно дойти до моря. Вот так выглядит Балтийский пляж. Белый песок, море, солнце. Да, небольшой шторм, но это даже прикольно. Вот, вода очень теплая. На дюне есть смотровая площадка с лавочками. Вид просто шикарный, только очень ветрено. Прогуляемся по экотропе до Куршского залива. Говорят, место очень красивое. Идти здесь недалеко, около километра, правда, постоянно в гору. И вот спустя 15 минут мы наверху. Экологическая тропа высота Эфа, названа в честь Вильгельма Франца Эфа, немецкого лесовода, который разработал
метод закрепления дюн. Закреплял он дюны, высаживая на них сосны. Немного отдохнули, сходили на море, покушали. Двигаемся дальше, к следующей достопримечательности, к танцующему лесу. Расстояние от ВСТФ до танцующих деревьев примерно 5 километров. Как и на прошлой стоянке, все заставлено палатками с янтарем. Выходим на экотропу, танцующий лес. Вот они, деревья, танцоры. Стволы деревьев изогнулись, как будто в танце. Почему стволы деревьев так изогнулись, никто не знает. Может быть, это просто волшебный лес. До введения сухого закона в России лес назывался Пьяный. Потом Горбачев ввел сухой закон, его переименовали в танцующий. Морской воздух здесь перемешивается с сосновым бором. Просто идеальное сочетание. Не могу надышаться. Почему лес танцует? Но сейчас он уже не так сильно танцует, как раньше. Вот, если проехать дальше к озеру Лебедь, там будет прям сосны с кронами танцующими. Будет очень интересно, намного лучше, чем здесь. Но говорят то, что музыка плохая, поэтому деревья перестали танцевать. Это местное? Ну, переехала недавно. Что тебе нравится в Калининграде? Мне очень нравится здесь аутентичность, непохожесть ни на какой другой регион России. То есть я была и в Питере, и в Краснодаре, и в Центральной России, Москва. Москва для меня очень суетной город. Питер более такой замедленный, но большой. Здесь он очень уютный, компактный, красивый. Здесь очень много красивых мест, красивых зданий, хорошие люди. Здесь атмосфера такая приятная, поэтому очень круто. Ну ладно, круто. Пока здесь, я думаю, лучше сразу купить и подарки. В среднем один сувенир выходит 1000-1500. Если какие-то украшения, то 2, 3, 4 тысячи. Пьяный танцующий лес посмотрели, едем дальше. Правда, на таких американских горах бензин улетает просто литрами. Четверть бака я уже израсходовал. Сейчас мы въезжаем в Зеленоградск. Зеленоградск — это город кошек. Местная достопримечательность, бывшая водонапорная башня. Зеленоградск. Яркий и шумный курорт, словно новогодняя елка, манит туристов своими огоньками и сюрпризами. Он расположен на Балтийском побережье, являясь вратами на знаменитую Куршскую косу. История города насчитывает более 7 веков, от маленькой деревушки до королевского курорта Кранц, а затем Зеленоградска, доставшегося Советскому Союзу почти нетронутым после войны. Самое главное сокровище Зеленоградска – море, набережная и пляжи, которые местные называют сковородками за их ровность и пологий берег. Курортный проспект, застроенный немецкими домами, создает атмосферу средневековой Европы и манит туристов своими магазинами и сувенирными лавками. Зеленоградск славится своими санаториями, которые используют местную минеральную воду, признанную лечебной с 19 века. Однако самой главной изюминкой города являются кошки, которые сделали Зеленоградск кошачьей столицей. Здесь есть музей кошек Мурариум, расположенный в водонапорной башне, а также множество уличных скульптур и арт-объектов, посвященных кошкам. Православный храм Преображения Господня, хотя очень похож на кирху. Кирха — это лютеранская церковь. На самом деле это и есть кирха, просто в свое время ее переделали в православный храм. Здесь написано «История храма». Он был построен 128 лет назад, в 1896 году. Освящен как кирка в 1987 году. А перешел в православную церковь, освящен как православный храм только в 2007 году. А сейчас мы пойдем прогуляться по знаменитой набережной Зеленоградска. Посмотрим, так ли она хороша, как о ней рассказывают. Набережная небольшая, километра 1,5 в длину, но в ней есть своя красота и чувствуется сила природы.
А там за морем берега Швеции. Как, привет? Что, камбалают? Несмотря на довольно сильный ветер, на пляже полно людей. Зато вода теплая. Я пробовал купаться, самое то. Много. Отдохнем, покачаемся. Качели. Набережная очень приятная, а самое главное, очень хорошее ощущение, когда ты гуляешь по ней. Но все равно она нуждается в уходе и благоустройстве. Думаю, через несколько лет ее будет не узнать. С набережной свернем на близлежащие улицы и прогуляемся по ней. Девушка, а что вам больше всего из сувениров нравится? Ей нравится, мне нравится все. Нет, Ну, бусы там. много янтаря, янтарь. У меня просто уже много всего, но сейчас оно не на мне, но вот такой браслет. Ну, хорошо. Улица из европейской сказки. Что-то подобное я видел в Куфштане, путешествуя по Австрии. Взял попробовать палочки с корицей. Прикольно. Без такого ларька не обходится ни одно туристическое место. Постоянно есть какая-то палатка, куда вечно стоит толпа людей. В этом, например, продают местные кренделя. Ну, вполне европейский город. Только рекламы булочных буфетов выдают, что здесь Россия. Помимо стареньких домиков из сказки, здесь есть и современные строения. Кстати, очень симпатичные. Город очень хороший, приятный, красивый и оставляет очень теплые впечатления и воспоминания. А нам пора двигаться дальше. В Пионерский и Солнечногорск. Мы приехали в Пионерский, небольшой курорт рядом с Солнечногорском. Хоть он и небольшой, но здесь находится официальная резиденция президента Янтарь. Пионерский, ранее известный как Найкурин, это город с богатой историей и удивительной природой. Название Найкурин, которое переводится как «новое творение», словно отображает уникальность этого места. Экономика города всегда была тесно связана с морем, добычей янтаря и рыбным промыслом. Первые упоминания о разработке янтаря в окрестностях Пионерского относятся к началу нашей эры. Окрестности города, богатые минеральными источниками и священными дубами, издревле привлекали людей. В 1899 году была открыта железная дорога, соединившая Кёнигсберг с Найкурином, что сделало город более привлекательным для туристов. В 1902 году началось строительство порта, а в 1906 году были построены первые волнорезы. В те времена купание в море было платным и разрешалось лишь в определенные часы. Необычайно зеленый и ухоженный город – это результат любви к природе. Традиции создания садов были заложены в 1919 году, когда в Найкурине был создан заповедник и введены правила по озеленению. Вот за этим забором находится президентская резиденция. Проверять, насколько она хороша, мы не будем. У нас другие задачи на сегодняшний день. Так что едем дальше в Солнечногорск. Застройка Светлогорска идет полным ходом. Кстати, дома очень похожие на те, что стоят в Стамбуле. На машине, конечно, кататься хорошо, тем более на Мустанге. Но я все-таки больше люблю ходить пешком и смотреть все не спеша. С бензинового автомобиля пересели на педальный автомобиль. Тоже неплохо. Светлогорск – это старинный город в Калининградской области на берегу Балтийского моря. В давние времена здесь жили язычники, которые промышляли рыбалкой и охотой. В 13 веке город захватили рыцари Тевтонского ордена. Город назывался Рауша, что с немецкого переводится как «шелест». Я понимаю, почему сейчас дует морской бриз и деревья шелестят.
Название Светлогорск появилось в 1947 году, заменив старое немецкое название Раушен, которое означало «шуметь». Светлогорск – это архитектурный ансамбль, где насчитывается более 120 памятников архитектуры, в том числе знаменитая морская лечебница и водонапорная башня. Город славится своим целебным климатом и морской акваторией, благотворно влияющей на организм. С левой стороны набережная пока застраивается. За 100 рублей можно пройти немножко дальше и посмотреть панорамный вид на море. Но то же самое можно сделать и из кафе, которое находится рядом. Благодаря красивому ландшафту, целебному климату, минеральным источникам и лечебным грязям город нередко называют маленькой Швейцарией. Зайдем в специализированный магазин янтаря. Изделия здесь, конечно, намного лучше, чем в рыночных палатках. С Светлогорском сегодня заканчиваем. Уже вечереет, надо возвращаться в Калининград. Если будет желание, возможность, вернемся сюда завтра. Пришло время заправить нашего коня. Ездит он на сотом бензине. И за вчерашний день я выкатал полбака. Не знаю, сколько у него объем бака. 60, 70, 80 литров. Сейчас посмотрим. Заправил я 25 литров. Показывает полный бак. Проехал 230 километров. Получается расход немного больше 10 литров. Ну, думаю, для Мустанга это нормально. Мустанг, конечно, классный автомобиль, но для семейного отдыха подходит плохо. Поэтому сегодня я решил взять Chery Tiggo. В этом автомобиле уже будет путешествовать намного комфортнее. Тем более, сегодня нам предстоит проехать длинный путь по нескольким городам области. Дубы рассажены вдоль дороги не случайно. В свое время они должны были прикрывать передвижение немецкой военной техники. Остановились в поселке Взморье. Выпить кофе, немножко отдохнуть. Сейчас едем в город Янтарный. В Солнечногорск решили сегодня не возвращаться. Начнем мы с Янтарным, с самого главного. Поскольку Янтарный является лидером по добыче янтаря в мире, мы приехали на янтарный комбинат и янтарный карьер. Попробуем заехать на смотровую площадку на машине. Заехать можно. Цена билета 900 рублей со взрослого. Ребенку бесплатно. Эскалатор Шагун. Вместо гусениц у него такие подушки, на которых он шагает. Его называют малыш. Хотя вес его 350 тонн по сравнению с другими эскалаторами, которые находятся в Корее. Он в 2 раза меньше. Потому что в Корее работают эскалаторы по 700 тонн. Работает этот маленький монстр не на бензине и не на мазуте, на электричестве. Вот. Сзади меня подстанция, от которой идут провода прямо в карьер. Янтарная пирамида полностью изготовлена из янтаря, добытого здесь, на этом месте, в этом карьере. Говорят, янтарь обладает целебными свойствами. И это очень полезно посидеть здесь, внутри янтарной пирамиды. С приходом в 13 веке Тевтонского ордена на эти земли добыча янтаря попадает под запрет. Местным жителям запрещается собирать янтарь под угрозой смертной казни. Их даже могли за это повесить. А находиться на пляже без надзирателя также было запрещено. Местные рыбаки могли получить плетей или судебный срок. На экране можно наблюдать за работой в карьере. Самый крупный самородок, найденный в этом карьере, 3 килограмма 60 грамм. А самый крупный в мире найден немцем более 150 лет назад и находится сейчас в Германии. Но найден он был на Балтийском побережье. Пласты янтаря залегают на глубине 50 метров. Для этого и нужны огромные экскаваторы, чтобы раскапывать грунт и добираться до янтарных жил.
Площадь карьера 200 гектаров. Это примерно 400 футбольных полей. Карьера постоянно расширяется, но достаточно медленно, примерно 30-40 метров в год. С начала разработки карьера здесь было добыто 7000 тонн янтаря и предполагается добыть еще 39 тысяч тонн. Этот карьер содержит в себе 90% мирового запаса янтаря. Разработка карьеры ведется с 1976 года. Возле смотровой площадки есть небольшой рынок с сувенирами и магазин с продукцией местного комбината с янтарем. Как всегда, не смог удержаться от покупок. Набрал подарков, но думаю, пригодятся. Копают янтарь. Нашли янтарь. Здесь еще есть небольшой динопарк. Думаю, особенно будет интересно детям. Знакомство с янтарным заводом и карьером мы завершили. Едем смотреть сам город. Янтарный – это небольшой поселок, расположенный в 50 километрах от Калининграда. Он славится не только своими богатыми залежами янтаря, добываемого здесь уже много веков, но и красивым побережьем Балтийского моря. Поселок Янтарный – это единственное место в мире, где находится завод по добыче и переработке янтаря. Добыча ведется из открытого карьера, а история этого промысла уходит корнями в 17 век. Пляж в поселке считается одним из самых комфортных и чистых в России. Неоднократно награждался голубым флагом и идеально подходит для семейного отдыха. Иногда на побережье случаются янтарные бури, когда море выносит на берег килограммы янтаря. Сегодня Янтарный – это уникальное место, где история, природа и современные технологии гармонично сочетаются, предлагая туристам возможность прикоснуться к красоте янтаря и насладиться отдыхом на чистом пляже. Сейчас мы приехали к центральному парку Янтарного. Пойдем посмотрим. Сейчас попробуем воду. Главное, ботинки не набрать. Вода теплая, градусов 20-25. Где лучше отдыхать, на Балтике или на каком море? Не знаю, я приехала сюда с Японского моря. Японском. И где лучше, здесь или там? Пока не купалась, не могу сказать. А сам отдых? Да я особо не отдыхаю, я в Калининград приехала, приезжать собралась, поэтому не отдыхаю. А что нравится в Калининграде? По сравнению с Дальним Востоком, Ну, дороги. дороги лучше? Лучше. Из всех пляжей, которые мы видели за эти 2 дня, пляж в Янтарном мне понравился больше всего. Здесь как-то ухожено, лежаки такие приличные. Даже есть, как сказать, блиндажи, да, где можно закрыться от солнца. Ну, короче, здесь круто. Поедем, еще покатаемся по городу. Купаться я пока не хочу. Сейчас мы заглянем в храм иконы Казанской Божией Матери. Эта кирха была построена в 19 веке. С приходом советской власти, а затем и российской, она отошла к Русской Православной Церкви и была освящена как Русский Православный Храм. Еще одна достопримечательность города – водонапорная башня Пальмникена. Пальмникен так назывался Янтарный до прихода сюда Советского Союза. Кстати, башня до сих пор используется по назначению, поэтому попасть внутрь нельзя. Сразу видно, что немцы относились к городскому строительству со вкусом. Если даже водонапорная башня больше похожа на башню замка. Короче, есть чему поучиться нашим городским властям. А напротив башни находится янтарный комбинат. Самсу здесь готовить умеет. Вообще, пальчики оближешь. В этом здании находился вокзал Пальмникена. Сейчас здесь находится СДЭК. Из Янтарного отправляемся в не менее интересный город Балтийск. Кстати, самый западный город России.
Итак, спустя 40 минут мы в Балтийске, бывший Пилау. Город был основан в 1626 году и за свою многовековую историю принадлежал Швеции, Речи Посполитой, Пруссии и в 1945 году перешел под контроль СССР. Сейчас мы приехали к главной достопримечательности города, крепости Пилау. Она представляет собой звезду, со всех сторон окруженную рвом с водой. Попасть, к сожалению, внутрь пока для нас невозможно, потому что там находятся военные. И посетить крепость можно только с общей экскурсией музея Балтийского флота. Перед крепостью находится братская могила советских воинов, погибших в апреле 1945 года в ходе наступательной операции на Пилау. Здесь захоронено более 440 солдат и офицеров. От крепости выходим к православному Свято-Георгиевскому собору. Кирха была построена в 1866 году, когда город относился еще к Восточной Пруссии. В советское время здание использовали как клуб моряков и склад. Лишь в начале 90-х храм осветили в православный собор. От собора выходим к такому небольшому музею под открытым небом и плацу. Моряки сидят, траву выковыривают из щелей. Для военных, для моряков плац — это вообще святое. На самом деле этот плац — площадь Балтийской славы. Главная и единственная площадь города. Памятник матросу и солдату. Город неоднократно переходил из рук в руки. Был прусским, шведским, французским и российским. В 1758 году, во время Семилетней войны, армия императрицы Елизаветы Петровны заняла Пилау, что стало периодом расцвета города. В 1945 году город стал советским, а в 1946 году был переименован в Балтийск. Долгое время он был закрытым городом, в котором располагалась крупнейшая база ВМФ СССР, а позже и России. Сегодня Балтийск — это популярное туристическое направление. Особой популярностью пользуется Балтийская коса, где находится самая западная точка России. В городе также находится крупнейшая военно-морская база Балтийского флота. Самый западный маяк России служит Балтийскому флоту уже более 200 лет. Высота его 33 метра, а свет виден на расстоянии 30 километров. А возле маяка стоит памятник Петру Первому или Петру Великому. Сейчас отправимся на морскую экскурсию вдоль косы и до выхода в море. Вчера с ветерком катались на Мустанге, сегодня будем кататься на катере. Все, по морю гонять веселее, чем по дорогам. Выходим в открытое море. Сзади меня проходит Балтийская коса. Это самая западная точка России. Вышла нам такая прогулка на катере в 1500. Если хотите заказать полноценную экскурсию на полчаса, это будет стоить 3000. 3000 за катер. Сколько там людей поместится, это уже вам решать. Ну, конечно, все в разумных пределах. Прогулочные катера и паромы стоят возле маяка и памятника Петру Великому. К нам пришли лебеди Балтийского флота. На сегодня мы все посмотрели. А что не посмотрели, посмотрим в следующий раз. А сейчас возвращаемся в Калининград. Кстати, надо познакомиться с ночной жизнью города. Пришло время сдавать машину по аренде. Ford Mustang вышел в 15 тысяч в сутки. Черри вышла в 5 тысяч в сутки. За Ford залог 15 тысяч, за Черри 10 тысяч залог. Вот. Ну, плюс 600 рублей за мойку. Я думаю, условия нормальные. Вот и подошло к концу наше путешествие в Кёнигсберг и его окрестности. Город оставляет очень приятные, положительные впечатления и эмоции.
Здесь приятно побыть неделю-две, а может быть даже провести и все лето. Многие люди приезжают сюда на постоянное место жительства, но я не встретил ни одного человека, кто бы хотел отсюда уехать, потому что здесь просто замечательно. Здесь действительно чувствуешь себя как в Европе. Правда, осталось советское наследие в виде этих жутких панелек. Надеюсь, их скоро снесут. А так, здесь действительно Европа. Так что, друзья, будет возможность, обязательно приезжайте в Калининград, посмотрите, погуляйте по его улицам, съездите на Балтийское море. Получите огромное удовольствие. Хорошо, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а мне пора двигаться дальше. В России еще много прекрасных городов. До новых встреч, друзья! Девушка, где посоветуете провести весело вечер? В каких заведениях? Черняховский? А что там? Потому что я с Черняховского. Ну, а заведения какие? Клубы? Заведения... Ой, очень много заведений. Ну, куда посоветуете сходить в гости города? Геркулес. Геркулес? Здесь, кстати, тоже посоветую сходить в Геркулес. Ну, хорошо, спасибо. Перед походом в клуб покурим немножко кальян.